Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Меня просто приводит в восторг этот тренд на бенто-торты. Чудесные мини-тортики на одного-двух человек, которые можно преподнести в подарок учителю, врачу или просто подруге, когда идешь в гости. Только представьте, как приятно, когда целый торт для тебя одного, и его можно съесть ложкой полностью. Как правильно рассчитать, украсить и упаковать бенто-торт, я расскажу в этом видео. Бенто-торты нужно упаковывать в однопорционные контейнеры. Причем по правилам бенто-еды это должен быть экологичный биоразлагаемый контейнер из сахарного тростника. В любом случае торт нужно подогнать под контейнер по размеру, чтобы он идеально в него помещался. Очень удобно, если у вас есть кольцо для выпечки подходящего диаметра. Если же его нет, выберите любой круглый предмет подходящего диаметра, например, крышку или стакан. Важно, чтобы этот круг не только помещался на дно контейнера, но и оставался небольшой зазор. Теперь с помощью крышки подберем форму для выпечки. В нее должно входить 3 таких круга. Подготавливаем форму для выпечки. Ставим на противень, включаем духовку разогреваться до 180 градусов Цельсия и приступаем к приготовлению коржей. 180 грамм греческого йогурта, 3 яйца. Размешиваем. Кстати, если вы выпекаете в форме диаметра будущего торта, то есть 8-10 см, то можно взять в 3 раза меньше ингредиентов для теста. Добавляем 75 грамм цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки, но можно выбрать и другой вид. 24 грамма какао, подсластитель по вкусу и 9 грамм разрыхлителя. Тщательно перемешиваем все ингредиенты венчиком. Получается однородное полужидкое тесто. Перекладываем его в форму и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 15 минут. В качестве начинки у меня сегодня груша. Нарезаем ее на небольшие кусочки. Выкладываем в сотейник, добавляем подсластитель и натуральный экстракт ванили. Вместо ванили можно положить и корицу или другие пряности. Можно добавить немного воды, если требуется. Варим грушу на слабом огне до прозрачного цвета и мягкости. Вот такая безумно ароматная сладкая груша пойдет у нас в начинку. Сок может остаться, а может полностью вывариться, это не принципиально. Для крема соединяем 200 грамм рикотты комнатной температуры, подсластитель и 10 грамм растопленного кокосового масла. Перемешиваем блендером, чтобы в рикотте не осталось комочков. Если вы не будете окрашивать крем, то можно и без блендера. В белом креме комочки не будут заметны. 120 грамм крема перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Оставшийся крем пойдет на покрытие. Его я окрашу, так как бенто-торту полагается быть ярким. Либо можно окрасить лишь небольшие порции крема и нанести на белый торт яркие мазки. Я использую натуральный краситель сухой сок черной моркови. Как бы это странно ни звучало, он даст фиолетовый цвет. В описании под видео я напишу для вас еще варианты абсолютно натуральных ингредиентов для окрашивания крема в другие цвета. Перекладываем крем в кондитерский мешок и также храним в холодильнике. Готовность коржа можно проверить деревянной шпажкой. Вынимаем корж из формы, срезаем с него неровную шапочку и с помощью заготовленного предмета вырезаем 3 коржа нужного диаметра. Получились 3 небольших мягких шоколадных коржа. Проверьте, чтобы они не были слишком высокими. Нам нужно, чтобы торт влез в бенто-бокс по высоте. Кладем один корж на подложку, вокруг оборачиваем ацетатной лентой и закрепляем ее скрепкой. Если у вас нет ацетатной ленты, то можно собирать без нее, но в этом случае я рекомендую хорошо охладить крем перед сборкой, чтобы он лучше держал форму. Наносим на корж бортик из крема, в середину выкладываем томленую грушу и пару ложек сока, если он остался при варке. Закрываем небольшим слоем крема,
На такой мини-торт уходит всего 50-60 грамм крема на каждый слой. Накрываем вторым коржом, немного прижимаем и повторяем процедуру. Оставьте немного крема, если хотите сделать надписи или картинки на торте. Буквально 10 грамм будет достаточно. Третий корж. Прижимаем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку и ацетатную ленту. Выравниваем бока, если требуется. Покрываем торт тонким слоем цветного крема. Нам нужно не превысить диаметр, да и количество крема у меня рассчитано на слой в пару миллиметров, около 90 грамм крема. Бенто-торт не подразумевает идеального выравнивания, поэтому все делается очень быстро. Выравниваю боковую поверхность, верхушку выравниваю и немного прижимаю, сдвигая крем в бок. И еще раз бока, чтобы получился вот такой небольшой хаотичный бортик сверху. Это, конечно, не обязательно. Вы можете сделать торт цилиндрической формы или, например, нанести рельефный бортик из мешка с насадкой или без. А также можно нанести мазки крема разными цветами или тем же белым, тоже получится красиво. Рисунок также может быть абсолютно любой. У меня это будет просто надпись «Thank you». Таким тортом можно очень приятным способом сказать человеку спасибо. Я, мягко говоря, не художник, поэтому всегда намечаю очертания надписи зубочисткой, а уже потом провожу кремом. Для нанесения надписи я перенесла крем в маленький кондитерский мешок и сделала в нем тончайшее отверстие, буквально миллиметр. Кроме надписи на торте могут быть абсолютно любые рисунки кремом. Главное, они должны быть простыми. Стиль бенто-торта не подразумевает сложных линий, множество оттенков и градиентов. Нужно максимально просто и схематично донести свое послание. Благодаря этому на весь декор такого торта вы потратите не больше получаса. Теперь достаем нашу коробочку. Вырезаем из пергамента квадрат, у меня 2 квадрата разных цветов. Проверяем, как он входит в коробку и немного вдавливаем, чтобы определить очертания торта. Кстати, для перевозки лучше делайте квадраты бумаги поменьше, чем у меня, чтобы края не сильно торчали. Если бумаги много, трудно будет закрыть коробку, не задев торт. Аккуратно 2 широкими плоскими предметами переносим торт на центр бумаги. Вынимаем инструменты, по чуть-чуть выдвигая из-под торта то один, то другой. И вместе с бумагой переносим мини-торт в коробку. Кроме торта в коробке должна быть ложка. Ложки для бенто-контейнеров, которые подойдут по размеру и так же, как и контейнеры, являются биоразлагаемыми, можно приобрести в кондитерском магазине. В зависимости от ситуации можно вложить 2-3 ложки и свечку. Предметы аккуратно прикрепляем к крышке с помощью малярного скотча. И торт полностью готов. Вот такой очаровательный бенто-торт получился. Вес моего тортика ровно 400 грамм. В описании под видео я распишу все составляющие торта по весу, так как по своему опыту могу сказать, что самым сложным оказалось подобрать граммовки под такой непривычно маленький торт. А вы, пользуясь этой информацией, можете, конечно, приготовить торт с любым наполнением. На моем канале уже очень много рецептов ПП-тортов на любой вкус. А теперь мой любимый момент, связанный с бенто-тортом. Его владелец абсолютно законно может съесть этот торт целиком, без всяких угрызений совести. А если это еще и ПП-торт, то используй для здоровья и без ощущения тяжести в животе. Полноценный прием пищи с хорошим содержанием белка и клетчатки. Это ли не лучший подарок? А как это вкусно! Мягкие, влажные, шоколадные коржи, томленая груша с ванилью и нежный крем из рикотты. Восхитительное сочетание. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!